Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Revenge, вы на канале Revenge UI TV. И сегодня мы рассмотрим с вами тему разгона видеокарт. Наверное, если вы попали на это видео, значит вы еще полный нуб в разгоне процессора, видеокарты. Вам интересно, но вы не знаете, что делать. Многие из вас слышали, что видеокарты бустят и разгоняют прямо с завода. Есть даже OS-версии, где производитель заведомо повышает частоту видеокарты от референсного образца. В данном случае мы рассмотрим разгон видеокарты с помощью программки MSI Afterburner. Данную программку можно скачать с помощью ссылки под видео или загуглить название MSI Afterburner и перейти на официальный сайт для загрузки данного ПО. Данное ПО подходит для всех видеокарт практически, что NVIDIA, что AMD. В данном случае у меня видеокарточка Asus AMD, идет HD Radeon 7870. Определяется как HD 7800 Series. Драйвер видеокарты и версия Catalyst 5.7. Здесь у нас куча графиков снизу, которая показывает температуру. Ну, все, что меня интересует, это вот температура. Больше я никогда не смотрю, мне это не интересно. Что ж, вы купили видеокарту, и в принципе, наверное, у любой карточки есть, скажем так, резерв мощности, который можно использовать и забустить вашу видеокарточку собственными руками. После того, как вы скачаете и установите MSI Afterburner, у вас появится вот такое окошко. Слева вы увидите текущую частоту процессора и памяти вашей видеокарты. Справа напряжение и температуру видеоадаптера. Кнопочка К будет запускать комбустер. Это аналог бублика. Вот так он выглядит. То есть и с помощью него, ну, его нужно докачать отдельно. С помощью него вы сможете потестить, насколько вообще хорошо вы разогнали видеокарточку, держит она эти частоты, не фризит, не зависает и так далее. Полезная утилита для оверлокеров. Ну, и это две бесполезные кнопочки. Давайте рассмотрим основные пункты данной программы. Нас интересуют профили, которые находятся в правом нижнем углу. Здесь мы можем сейвить свои профайлы, то есть разгона. Вы можете подобрать несколько вариантов, чтобы постоянно не путаться, сколько вы там выбирали, не записывать все в блокнотике. Вы просто жмете Save и выбираете профайл, и он будет сохраняться. Кнопочка Startup будет запускать MSI Afterburner автоматически при старте вашей операционной системы. Итак, по пунктам. Бегунок Core Voltage. С помощью этого бегунка вы сможете поднимать и понижать максимальное и минимальное напряжение на ваше видеоядро. Слишком как бы усердствовать с этим я бы вам не рекомендовал. То есть, я задрал тут получается на, то есть вот у меня 231 вольта стоит, а по дефолту 1.218. То есть по сути я задрал всего лишь там, ну, на, я не знаю, на капельку. Даже вот 230 поставлю, пусть будет так. Все равно 231 почему-то. Ну, бог с ним. То есть вообще с этой вкладочкой я бы вам баловаться не рекомендовал, потому что ваша видеокарта без должной системы охлаждения, возможно, будет перегреваться или даже выйдет из строя. Об этом вас будет предупреждать MSI Afterburner, когда вы будете применять настройки и устанавливать его. Power Limit отвечает за максимально допустимое повышение ТДП, то есть тепловыделение вашего видеоадаптера, и которое ограничивается, скажем так, тротлингом процессора. То есть если ваша видеокарта будет перегреваться, то есть BIOS автоматически видеокарты будет занижать частоты, и у вас будут просадки FPS. То есть
эта функция попросту не даст вам разогнать ваш видеоадаптер. Этот бегунок при разгоне видеокарты я рекомендую всегда выкачивать на максимум. Дальше, в данном случае у меня неактивна функция температурный лимит. Это, скорее всего, то же самое, что Power Limit, но, наверное, для карт NVIDIA. Его тоже, скорее всего, нужно выкручивать на максимум, либо же посмотреть на сайте производителя максимально допустимую температуру вашего видеоядра и ставить температурный лимит точно такой и не выше того, что заявлен производителем, дабы избежать выхода из строя вашего видеоадаптера. Core Clock, то есть это частота процессора видеокарты вашей, по большому-то счету. То есть давайте сброшу на дефолт. Вот. В данном случае у меня здесь 1000. А Memory Clock означает частота вашей видеопамяти. У меня 1200. Поскольку у меня используется модуль памяти DDR5, берем 1200 и умножаем на 4. Получаем частоту видеопамяти 4800. Эта фишка допустима только для DDR5. Что ж, Fan Speed — это вкладочка позволяет регулировать вам обороты вентилятора и график его работы. Об этом, посмотрим дальше, как это все делается. Ну что ж, давайте посмотрим, что у меня из этого получится. Ставим здесь 1230, Power Limit на максимум. Частота ядра меня в принципе устраивает 1150. И память я обычно делал 1350. Это получается, умножаем на 4, 5400. Вполне себе нормально. Вентилятор у нас стоит в мануал режиме на моих настройках. Все делаем примерно вот так вот, но частота и память видеокарты подбирается по 5-10 единиц. То есть немного завысили, запускайте комбустер или вот FurMark, тестите видеокарту. Если она работает стабильно, повышаете дальше. Как только вы словите какие-то глюки, скорее всего, вы нашли предел разгона. Нажимаем вкладочку «Применить». Что ж, давайте пройдемся по настройкам. Я не буду рассказывать все настройки, здесь уже есть куча видео на YouTube по всем настройкам, там до хрена бреда, абсолютно ненужного. Итак, здесь вы выбираете видеоадаптер, он у меня один. Вот здесь ставим галочку здесь, свойства совместимости. Вот обязательно поставьте галочки «Разрешить управление видеоадаптером и мониторинг», «Разрешить низкоуровневую загрузку драйвера», «Разрешить низкоуровневый доступ к ГП», «Восстанавливать настройки после спящего режима», «Разблокировать управление напряжением». Здесь можете поиграться, у меня стоит стандартная MSI, «Разблокировать мониторинг напряжения», «Форсировать постоянное напряжение для экстремальных режимов разгона», скорее всего, это не для вас. Проверять наличие обновлений, там бла-бла-бла-бла-бла. Расширить пределы официального режима разгона можно включить. Отключить ультранизкое энергопотребление, если у вас все-таки вообще не получается нормально работать при разгоне, вам, возможно, стоит попробовать вот эту галочку. И что она дает? Она, получается, запретит вашему видеоадаптеру сбрасывать напряжение до минимального и частоту. То есть она будет у вас работать все время в номинальных частотах с номинальным напряжением, что, наверное, улучшит стабильность работы вашей видеокарты. А может и нет. С поддержкой PowerPlay. PowerPlay убирать не стоит. Расскажу почему. Если вы поймаете глюк видеоадаптера, вы попросту без этой функции не запустите винду. Или запустите в безопасном режиме, если вам очень-очень повезет. PowerPlay при сбое видеоадаптера просто перезагрузит драйвер, и вы сможете работать за компьютером дальше. В некоторых случаях все-таки поймаете синий экран, но при загрузке компа у вас все будет чудесно. Поэтому эту фишку убирать я не стою. И обязательно галочка «Сброс видеорежима» при применении официального разгона.
Проехали. И вот вкладочка Cooler. Во вкладочке Cooler у нас есть вот такой график с контрольными точками и две шкалы: температура и скорость вращения ваших вентиляторов на видеокарте. С помощью контрольных точек вы можете выставить свой индивидуальный режим работы системы охлаждения. То есть сделать ее громче, тише или сбалансировать. Можно попросту не трогать, поставить вот здесь вкладку авто и довериться производителю. Но при разгоне советую все-таки немного отрегулировать и завысить скорость оборота вашего вентилятора. Также не рекомендую допускать нагрев видеокарты свыше 80 градусов. Во вкладочке мониторинг здесь мы можем вывести кучу настроечек, которые будут отображаться вот здесь в системном трее, там в игре, если вы будете использовать какие-то утилитки для мониторинга и записи. Ну, хрень бесполезна, я не пользуюсь. То есть может кому-то понадобится там для каких-то обзорщиков оборудования эта штука может и полезна, для меня нет, абсолютно бестолковая. Профайлы ваши можете назначить хоткей и во время игры переключать профили разгона. Интерфейс позволяет вам выбрать Цельсий, Фаренгейты, стиль интерфейса и все, в общем, как и во всех обычных программках. Ой, что-то у меня аж горло запершило с вами. В общем, дорогие друзья, не бойтесь, пробуйте разгонять свое железо, давайте и дарите ему вторую жизнь. Можно выжать из видеокарточки 15, ну, я бы сказал, от 10 до 30%. Зависит от видеокарты, от производителя, от системы охлаждения. Все по-разному и индивидуально. Но согласитесь, 20-30% производительности это уже немало. Многие покупают из-за этого новую видеокарту, а вы спокойно можете ее забустить и работать и играть еще на старой. Что ж, дорогие друзья, подписывайтесь на канал, обязательно ставьте палец вверх, кому помог, очень рад. До новых встреч, с вами был я, Revenge, все, пока.